Вечер добрый, в отличие от недоброго утра. Того самого утра, когда столица нашей Родины, Москва злогловатая, златоглавая, подверглась атаке безлетательных пилоточных аппаратов. Кто-то мне объяснит, что это было, а? Я сейчас обращаюсь к подлому киевскому режиму. Кто вообще вам дал моральное право вести себя так же аморально, как мы? Это что получается? Мы своими ракетами и шахедами день и ночь освобождаем Киев от мирной жизни, а в ответ получаем такую вот благодарность, так что ли? Только вот хочу напомнить, Москва – это вам не Киев. Вы что там вообще? Города попутали! Вам что, больше целиться некуда? Есть же Белгород для этого. Курск, Брянск, Шемякино, в конце концов. Шемякино – это Шмекино. Вы куда нацелились своими летающими тарахтелками? Вы что, не знаете, что у нас в Москве самое лучшее в мире дырявое ПВО? Хотели нас запугать? Так я вам скажу, ни хрена у вас получилось. Только вот хочу напомнить, что в последний раз Москву обстреливали в 1942 году. И у меня вопрос! А где вы были 80 лет, когда бомбили Москву? Ну, честно говоря, как-то тревожно после этого. А больше всего меня поражают некоторые наши сограждане, которые радуются, что беспилотники летели на Рублевку. Чему вы радуетесь, ушлепки? Разве на Рублевке живут не такие же простые люди, как мы? Да, у них дома стоят чуть дороже, чем вся ваша жизнь. И что с этого? А с другой стороны, кто вам мешает устроиться на приличную работу и украсть там неприлично много денег? Мне лично никто. А если завтра в мою квартиру в центре Москвы прилетит, вы тоже будете радоваться? Или что-нибудь долбанет в мой загородный пропагандом? Вас это тоже утешит? Да мы сейчас как никогда должны сплотиться и во что бы то ни стало в это тревожное время защитить путинский путинский режим. Ну да ладно, я, как говорится, не эксперт, чтобы комментировать подобные атаки на столицу. Но сейчас к нам подключается наш гость. Он как раз тоже не эксперт, но большой любитель покомментировать. У нас на связи генерал-лейтенант Андрей Высерович Гурулев. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Рудольфович. Как вы считаете, кто может стоять за этой подлой атакой беспилотников? И почему именно украинцы? Ну, по моей информации, приказ атаковать Москву дронами мог отдать лично Залужный. Причем по просьбе мэра Кличко, который, как оказалось, реально может смотреть в завтрашний день. Точнее, мало кто может, а у него получилось. Мы уже предприняли меры и объявили Залужного в федеральный розыск. Думаю, совсем скоро он нас поймает. Подождите, секундочку, позвольте уточнить, а как Залужный мог отдать приказ, если мы одного Залужного ликвидировали, а второй лежит без сознания после операции на черепной коробке? Или вы хотите сказать, что есть еще какой-то Залужный? Владимир Рудольфович, ну конечно есть. У них там на Украине целый отряд Залужных, выращенный в этих натовских биолабораториях. И для нас это, поверьте, большая проблема. Так а что, нам сложно решить эту проблему, что ли? Практически нереально. Тут как в сказке, как только мы устраняем одного Залужного, вместо него сразу же вырастают 3 новых Залужных. Откуда такая информация? Информация достоверная. Мне ее лично по секрету рассказал Медведев Дмитрий Незакусович. Ну это да, этот знает. Один только вопрос, как нам в будущем не допустить повторения подобных прилетов? Проблема, на мой взгляд, легко решаема. Мы обратили внимание, что украинцы все в точности повторяют за нами. Мы захватываем их территории, они в ответ захватывают наши. Мы херачим дронами по ним, они зеркально херачат по нам.
Ну, есть такое. И что вы предлагаете? Предлагаю кардинально подойти к решению этого вопроса. Нужно расчехлить весь наш оружейный потенциал и решительно шандарахнуть по Москве из всего, что у нас есть. Подождите, а зачем? Украинцы опять повторят все за нами и в ответ шандарахнут по Киеву из всего, что у них есть. И от Киева, поверьте, останется один пустырь. А мы тем временем быстро отстраиваем Москву и после этого снова заходим на Украину и виртуозно захватываем пустырь за 3 дня. Скажите, а вам не кажется, что все это какой-то бред сивой кобылы? А? Во-первых, это не бред, а во-вторых, не сивой кобылы, а седого оленевода. Сергей Кужугетович лично придумал и утвердил этот план. А в его профессионализме я сомневаюсь, что кто-то сомневается.